Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, здравствуйте. Приветствую, Александр. Зрителям тоже привет. Семен, какие-то, такие ветры враждебные дуют отовсюду. В общем, как-то резко сменилась вот эта миролюбивая повестка поглаживания по шерсти, я имею в виду банковой Белого дома, на какую-то абсолютно противоречивую риторику. Значит, мы этого и ожидали на самом деле. Оказывается, в Женеве все было не так хорошо, как кажется. Выходит советник офиса президента Бевс и говорит: нет, мы дали жестко понять, вот это Конституцию менять не будем, ничего менять не будем, уступать не будем. Короче, начинается вот эта волна. Волна, к которой, кажется, американцы готовы. И это было всем понятно по вчерашнему твиту Трампа о том, что, смотрите, да, мы встретимся с Зеленским обязательно, и с Путиным, и тебя вылечат, и меня вылечат, но когда все будет готово. Ну и на следующей неделе анонсировали, и уже есть российская сторона подтвердила, есть это подтверждение, что Уитков прибудет, наверное, с Дрисколом. Причем очень странно, что тайные переговоры в Абу-Даби не обсуждали там мирный план, говорит Ушаков. Очень интересная диспозиция. Однако самый главный-то вопрос заключается в чем? Удастся ли вот таким нахрапом на фоне вот этого тормозного пути нахрапа Трампа достичь хотя бы чего-то? И, собственно, глядя на все происходящее, которое бурно обсуждается в разных деталях, суть вряд ли же в этих договоренностях. Суть, наверное, в движении ручкой, в подписи или в чем? Нахрапом вообще редко что-то можно достичь, потому что спешка нужна при ловле блох, как говорил Кузьма Прутков. Да? Поэтому то, что заквашивалось очень долго, невозможно никаким росчерком пера, прям вот так вот: война, стой, раз, два. Это только, так сказать, в кинематографе, то как в том самом Мюнхгаузене, можно объявить войну Англии, потом ее как бы отменить, и все, в общем-то, довольны. Нет, так оно не бывает. Поэтому в этом, то, что называется, переговорном треке, как его называют политологи, а мне не очень нравится называть его переговорным, потому что это контактный трек, если об этом идет речь. Потому что переговоры – это всегда процесс, когда о чем-то переговариваются. То есть идут разговоры именно, да, то есть что-то обсуждается. А сейчас речь идет о том, что американская сторона, как и хотела, то есть мы это с вами тоже многократно уже разбирали, вот Трампу надо усадить, так сказать, как он думает, за стол переговоров, и это будет его безусловное достижение. И оно, может быть, бы и сработало, если бы не было Минских соглашений до этого. Потому что в том виде, в котором сейчас контакты пытаются представить за переговоры, это стратегия Минска-2. Причем даже не Минска-1. Я напомню, что сначала же был Минск-1 на фоне котлов первых, да, и отсрочка. А потом был Минск-2, который, собственно, тоже продавался как переговоры. А потом же мы что видели в Минске? Переговоров-то не было. Шли по предмету, да, самих Минских соглашений. Шли постоянные контакты. Причем контакты текущие. Постоянно обменивали кого-то. Но я тоже напомню, что это же давняя тактика была производить обмены между ДНР и ЛНР, где, в общем-то, граждан Украины меняли на граждан Украины. Это же вообще шизофрения была, правильно? То есть огромное количество людей просто арестовывали по разным причинам, да, как сепаратизм, то, что называется, и отдавали потом, собственно, по обмену сепаратистам. Ну, это же отдельная была история, я напомню, про Надежду Савченко вокруг этого всего. Да? Сколько копий было сломлено, она потом вернулась, прозрела от того, что происходит, и, в общем-то, начала говорить такие же вещи, которые говорили во многом сепаратисты. Да? Люди, которых называли сепаратистами. Поэтому это контакты. Давайте сразу мы это зафиксируем. И внутри этих контактов есть самый главный вопрос. А могут ли они перейти в формат переговоров? То есть, когда уже стороны начнут что-то утрясать. И вот это появление именно пунктов, да, вот почему их 28, это тоже отдельный вопрос. Но мне кажется, что это Трамп решил, что он там был в свое время там, Вудро Вильсон, который остановил, как бы, типа Первую мировую войну.
И у него было 14 пунктов. Ну и тут Трампу, конечно, он решил доказать, что у него в 2 раза больше, даже чем у Вудро Вильсона. Но это на самом деле первый подход, потому что он показывает те самые красные линии. Ну, вот вокруг чего копья ломаются, да? Ну, вот Так а вокруг... чьи? Ну, чьи Ну, красные в данном линии? случае Украины. Ну, конечно, смотрите, это ж мы тоже установили. Россия воюет за свои деньги, за свои технологии и при помощи своей системы союзников. У Украины все союзники, в том числе, это страны, которые находятся в рамках более крупной организации. Ну, то, что называется НАТО, Евроатлантическое сотрудничество, потому что никто из союзников, кроме США, по большому за свои не может ни сам воевать, ни Украине помогать. Поэтому у них идет сложный процесс. Он вообще не про мир, он вообще про деньги. И этот процесс идет уже больше года. И вот мы же что видим постоянно, да? Что Европу просто ставят, так сказать, в позицию спонсоров и отодвигают от позиции принятия решений. Европе это ни в коем случае не интересно и не нужно, да, потому что слишком много вкладывали в этот конфликт. Я, кстати, немаловажным будет напомнить, что, например, там Германия намного больше вложила в Украину именно в вопросах евроинтеграции. И элиты свои активно. Тот же там мэр Кличко, вот это был ставленник вполне себе германских элит. Конечно же, и европейским игрокам важно, чтобы эти контакты сохранили то, что называется трек евроатлантического единства. Поэтому на западной стороне мы видим классическую лебедь, рак и щуку. То есть Трамп тянет в свою сторону, его интересует только его персональное место в истории, как мы тоже уже установили. Европе важно сохранить вот это вот единство, где Штаты выполняют, ну, это единственная страна, которая может обеспечить войну полностью, ну, на всех уровнях, да, то есть технологическом, связь ключевой вопрос, космос ключевой вопрос в текущем конфликте. А Украине очень важно что сделать, да, Киеву. Ему важно показать, что готовы, так сказать, двигаться в русле общезападной политики, но при этом сохранить текущий статус-кво, как бы война при разговоре о мире и накачивание образа, значит, России как недоговороспособного субъекта. И, соответственно, вокруг чего в этих контактах камень преткновения, это, конечно же, вопрос НАТО и, ну, скажем так, интеграции пост Украины в евроатлантические структуры. А это такая штука, с которыми ты действительно просто так сразу от этого не откажешься. Потому что без этого рухнет весь идеологический контур всех заблуждений, которые простраивались, я напомню, еще с начала нулевых годов. Потому что, как объяснялось, нам нужна святая евроинтеграция, которая решит все вопросы и, самое главное, избавит нас от проклятого наследия совка, значит, российского влияния и всего остального. Но чтобы пройти по пути евроинтеграции, нам нужно вступить сначала в НАТО. Это же таким образом все преподносилось. А вот для того, чтобы вступить в НАТО, и дальше уже начинались, так сказать, набор, ну, это даже не идеологемы, это были, в общем-то, серьезные заблуждения, с помощью которых украинцев, жителей Украины сводили с ума. То есть, под видом НАТО продавалась же что? Необходимость вступать в конфликт с Россией. И Прибалтика преподносилась как образцовая, образец. А в Прибалтике, я напомню, это же была модельная история. С чего все началось? Началось все с унижения значительной части граждан. Вот. Где-то, как в Латвии, появилось вообще такое понятие, как неграждане. Вот. Началось с издевательства над ветеранами, с уничтожения. Вот все, что было на Украине в больших масштабах, то, что мы видели, в Прибалтике было как в лаборатории. И это преподносилось и продавалось на внутреннем рынке не только Украины, белорусам точно так же сводили с ума. Значит, путь в Европу – это путь конфронтации с Россией и путь уничтожения своей внутренней пятой колонны. Но просто в Прибалтике, так как русскоязычные прямо по языку отличаются,
понятно, где, так сказать, литовец, да, а где русский, то в случае между русскими и украинцами, а там же не только болгары, например, в Одесской области общаются с молдаванами в Одесской области на русском языке. Это язык общения, да, но при этом у каждого одного родной болгарский, у другого молдавский. Это же не совсем русский. Поэтому на Украине, как на большой стране, вот этот вот путь Прибалтики, он, собственно, долго внедрялся. Культ А кто его Голодомора. выбрал, Семен? Ну, в Ну вот смысле, кто кто его? выбрал? Вот смотрите, тут тоже очень важно. Нам же, я вот просто почему вот там, понятно, мы сейчас немножко отклонимся, но это очень важно. Нам же Прибалтику показывали как, ну, рай на земле. Вы помните этот период? Ну, где-то около Помню. нулевых, вот там, да, смотрите, у них все получилось. Их взяли под зонтик НАТО. У них там, смотрите, там евро им платят, да, евро. У них там без виз они ездят куда хотят. Они могут все, что хотят. Короче, члены полноправной Европы. Это все, это новые как бы члены. И, в общем, смотрите, здорово все. И все смотрели как на какой-то, ну, не знаю, там, рай на земле. Прошло совсем немного времени, еще война даже не началась в том смысле, в котором мы сейчас, или американцы хотят ее сейчас закончить, насколько хотят, тоже обсудим дальше. Ну, имеется в виду большая, с 22 года. Но уже понятно было, что, ребята, ну, как-то вот что-то вот не очень вяжется с идиллией балтийских тигров. Но, тем не менее, этот, как бы, стереотип прочно засел в головах, что сейчас... Но когда показывают, что люки там советские, канализационные, ну там как бы инфраструктура, показывают разбитые дороги, ну, там подшаманили, вылезали, там губы навели в центре, например, там того же Таллина, ну, например. Да, немножко в сторону свернешь и видишь эту всю разруху и бедность. Люди, которых было больше, значительно больше, которые там работали на заводах, которые там шпроты эти, все так смеются. Ничего смешного, это был серьезный масштабный промышленный проект. А Свернули, микроавтобусы, РАФ, единственные такие прям были полноценные. Радиотех. свернули, закрыли, сплавили, все. Люди поехали с котомкой по Европе на заработки. Да, но они уже как бы дома. Ну, потому что... Поэтому вроде как и не скажешь, что они на заработках. Ну, и когда начинают там считать даже в этих евро, сколько там кто сколько получает, все немножко как бы, да, ну, как бы сбилась вот эта пелена, ну, такого радостного восприятия пути там, Латвии, Литвы, Эстонии. Но, тем не менее, он остался. Почему? Ну, потому что, как нас учил кот Матроскин, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное. И вот здесь аналогичная история. Если ты хочешь заменить стереотип один каким-то другим стереотипом, то тебе его сначала нужно сконструировать. А никаких позитивных примеров евроинтеграции, назовем ее так, в бывшем советском блоке, по большому счету нет. Болгария, разрушенная экономика, народ разъехался, вообще нашествие цыган, которые этим воспользовались и ломанулись. Там посмотреть, что в болгарских городах творится, просто ужас. Единственное, кто выделяется, кстати, вот на пути евроинтеграции в Восточной Европе, это Венгрия. Но обращаем внимание, что она занимает самую евроскептическую позицию. Да? То есть, они меньше всего бегут и спешат отказываться от своих именно суверенности, да, государственной. И у них более-менее как-то оно едет. А все, кто пошли по пути, как задрав штаны, бежать за комсомолом, вот все, кто по этой модели поступили, заздрав штаны побежали, они все лишились людей, потому что Западная Европа высосала прям как пылесосом, даже появились шутки, но это был польский сантехник, но это с Прибалтикой произошло то же самое. Самая массовая миграция пошла в Великобританию, вот именно из прибалтийских стран. Ну и климат более-менее им подходящий, поэтому это нормально интегрируется. Но даже не в количественном проблема потеря населения. Структура изменилась населения. Потому что одно дело, когда у тебя производят радиотехнику, суда, когда у тебя портовые люди. Это совершенно иная страна, которая живет полноценной жизнью. А путь евроинтеграции для стран постсоветского пространства – это путь тотального зарабичанства.
То есть дети, старики остаются там. Те, кто взрослые, должны выехать за границу, работать там тяжело и обеспечивать тех, кто остался. А те, кто остались и кому не повезло встроиться в систему, ну, скажем так, евробюджета, это, кстати, очень хорошо видно на примере Молдовы. Да? То есть, там такое количество всяких программ европейских, но и главная цель – это фактически ну, содержание огромного количества чиновников, людей, которые обеспечивают жизнедеятельность республики, потому что иначе там ну, ничего нет своего. Уже ну, бюджет не на чем зарабатывать. Да? А еще плюс квотирование продукции, сельхозпродукции, всего остального. Ты ж не можешь даже те же шпроты теперь вылавливать и производить столько, сколько ты хочешь. И третье, что еще очень важное произошло, на что у нас не очень обращали внимание, считая это там пропагандой российской, это превращение части населения в состояние полурабов. Напоминаю, их даже, ну, как в шутку называли неграми, ну, в смысле, не гражданами, да, вот сокращали до негров. Но мы на это смотрели, закрыв немножко, приподзакрыв глаза, потому что Прибалтика использовалась всеми, без исключения, постсоветскими странами, как такой внутренний офшор, вот, с помощью которого проходила в том числе торговля с Западной Европой. И у нас, с одной стороны, партизана Василия Кононова, значит, унижали, да, целенаправленно, сносили бронзового солдата, а другой рукой наша элитка проводила, значит, в Юрмале тусовки, вот, где в десна целовалась, а потом возвращалась в Большой Кремлевский дворец и давала там концерты и рубила бабло. И в этом смысле вот эта вот узкая прослойка компрадорской элитки, которая образовалась везде, от промышленности до искусства, они рассматривали Прибалтику как вот такой вот наш персональный канал для евроинтеграции. А это было популярно покупать квартиры, вот, апартаменты в Риге. И вот это вот все было. Литва в этом смысле выделялась. Но Литва была таким каналом для Беларуси. Я напомню, я этого никогда не мог понять, зачем белорусы вкладывались в порт в Клайпеде, через который они активно поставляли. То есть, это до 2020 года там нормальные инвестиции шли. Фактически этот порт работал на ну, белорусском товаропотоке. Да? Зачем? Хотя речь шла о том, что давно надо перебрасывать перевалку в порты Ленинградской области. Тем более у нас же подготовились. Я напомню, что портовое, например, хозяйство в Прибалтике было намного более развитым, чем портовое хозяйство в Ленинградской области. Почему? Потому что это была одна страна. И постепенно вот огромный наш комплекс в Усть-Луге в Ленинградской области, это же то, что было построено с нуля. Ну, в нулевых годах там ничего не было. Почему? Потому что удобнее было пользоваться портами Ревеля, ну, в смысле Таллина, Риги и другими портами. Но нет. Произошел разрыв. Второй, который произошел еще разрыв, это энергокольцо, которое они разорвали. То есть, они, ну, БРЭЛ так называемый, который объединял всех по кругу. Ну, а литовцы вообще закрыли Ингалинскую АЭС, да, казалось бы. А теперь всячески еще белорусов призывают свою АЭС закрыть, белорусскую, которую мы недавно им построили. Поэтому это была политика суицида развитого государства 20 века, потому что развитые государства 20 века – это в первую очередь индустриально-промышленные государства. Это же как видно хорошо, как преображались наши города. Это очень хорошо видно, вот, например, на примере вашего родного Луганска. Да? Там одна сторона казачья, Камброд, по-моему, да, называется, прямо вокруг реки Лугань. А другая сторона промышленная, откуда Клим Ворошилов. Да? Ну, плюс, ну, так вот. И вот город прям разделен на две части. Один исторический казачий, второй индустриальный. Индустрия – это все начало 20 века. Точно так же устроен Донецк. Вот если мы посмотрим, это же уже агломерация, Макеевка. Это старые казачьи места, давным-давно известные донского казачества. А сам Донецк, бывшая Юзовка, да, Сталина, это чистая индустрия. И в Прибалтике была точно такая же история. Портовое хозяйство – это еще времена, ну, начиная с Петра Первого, да, и дальше. А вот вся развитая индустрия – это, конечно же, 20 век. И уничтожение этой индустрии
привело к откату. К откату век какой? 18-19, что осталось? Остался туризм, причем даже Прибалтика очень популярна как секс-туризм, да? Осталось дотации из Евросоюза, но в этом смысле они не способны, как и раньше, им нужны были дотации из Москвы. И самое главное, это антироссийская деятельность как центральный стержень всей государственности. И еще и антибелорусская, я напоминаю. Да? То есть, они рассматривают воедино. Вот сейчас чем они заняты? Попытками нагадить Калининградской области. Мы же как бы вынуждены двигаться, в том числе через Литву. Заблокированы все возможные экономические проекты, которые были. То есть, Прибалтика – это модель и лаборатория, по которой ведут пост-Украину. Но в Прибалтике все-таки хватило, не знаю, ума, выдержки, но я думаю, такой еще осторожности и медлительности. Они все-таки не спешат. Да? Украинцы все-таки южные люди, да, они с полоборота заводятся. Поэтому они как бы вроде давно начали этот путь, но по факту замедлились и никогда не спешили к активной фазе противостояния. Смотрите, зачем мы вот это вот обсуждаем? Ведь это ключевой момент. Потому что нужно понять стратегирование дальнейших сторон, акторов. Да? Америку и Россию сейчас мы обсудим. Особенно интересны вот эти сливы, да, разговоров Ушакова, Виткофа и реакция Трампа бесценная. Говорит, ребята, это все нормально, чего вы? Ну да, России продать Украину, Украине Россию. Он нормально себя ведет, вы чего? И как-то все раз вроде как должны были обвалить шум, да, вот этот, обрушить как бы крики со всех настроенных против Трампа средств массовой информации, ну, молчат. Молчат, потому что понимают, что это слив, вброс, это грязная игра. Это заготовка конкретно. Ну, вот условно сегодня у нас среда, а там же четверг, плюс сутки, это, ну, плюс-минус, да, там световой день, это по их часовому поясу. Это вот все готовилось в расчете на то, что будет встреча Зеленского и Трампа, да? А Трамп говорит, не будет встречи. Нет, она будет, но мы должны все утрясти. И, как говорится, утрясают. Но тут же очень важен вот этот аспект. Почему вот очень важна эта преамбула? Сейчас от Европы, по большому счету, зависит все. Вот как говорят, от нее ничего не зависит. Да, ну, в принципе, ну, что там, Рубио отмахнулся от Каи Каллас на этих женевских переговорах. А сейчас все зависит. Зависит от того, как она себя поведет. Вот эти пункты, ну, там их 19 уже, или какие... Вы заметили, что никто не обсуждает пункты, потому что непонятен вектор. У Европы сейчас этого вектора нет. Да, они там свои хотелки опубликовали, их отшвырнули. Они на другую козе подъехали. Вот такие у нас хотелки. И все сводятся к мысли, что Европа хочет продолжения войны. Ну вот, так принято считать. Однако зачем, Семен, зачем? Потому что, условно, даже сохранение Украины, вот такой, да, по пунктам возьмем, да, с какой-то надстройкой, которая называется Совет мира. Главный кто? Конечно, Трамп. Все же видят, что это лучший для Европы как раз-таки вариант. Лучший. Потому что дальше такого шанса у Европы не будет покоролевать и, собственно, использовать свои цели по нанесению ущерба российской стороне. Поэтому надо сохраняться, надо забирать то, что осталось в банк. Или нет. Если нет, то почему? А если да, почему они тормозят? Тормозят как могут вот эти инициативы. Наоборот, надо было выскочить, подсобить быстренько, как обычно это делается у Запада. Взять, обдурить Путина, обмануть, обдурить. Как это было там с обещаниями в НАТО. Ну и быстренько, хорошенько, с хорошей миной обставить текущее положение дел. Ну и все. И дальше как бы ждать. Потому что время как бы в таком случае, если так рассматривать как мейнстрим и стратегию нанесения ущерба России, время будет играть на их сторону. Только надо тогда говорить не обдурить Путина, а обдурить множество правителей в Москве, начиная еще, наверное, с Горбачева. Там еще разбирать нужный элемент самопредательства в
высшем эшелоне власти. То есть, это вот роль Яковлев, Горбачев, Шеварднадзе, да. Но, тем не менее, это же обман продолжался. Это нам кажется, ну, для человека это жизнь. А для истории это мгновение на самом деле. Ну, одно поколение. И это одно поколение было же обмануто на чем? Что вот вы должны разрушить свою, так сказать, тюрьму народов, которая является Советский Союз. А дальше мы вас всех примем вот в эти вот сообщества белых людей. И Райские все кущи. да, в райский сад, райские кущи. В общем, вы только это сделайте. И первые же кто побежали? Первыми побежали бывшие начальники, в том числе коммунистические. Ну, например, там Назарбаев. Да? Он вообще пересел без всякого кризиса из одного поста в другой. И все как бы сразу напрямую начали продавать. В Киргизии тоже там золоторудный рудник Кумтор, я рассказывал, дали канадцам за бесплатно. И сделка, она же в чем заключалась? Что вы откроетесь для свободного мира, мы вас научим, как правильно жить, и тут вы, как бы, так сказать, все расцветете, заживете, и будет всем прекрасно. Это отражено в прекрасном фильме Ширли Мерли, да, в самом начале идея найти один большой алмаз и всей страной свалить на Канары. Но где-то к середине нулевых, а я скажу, какие были точки, когда начали элиты задумываться, что что-то здесь не так. Это Югославию, когда сначала доразрушили, да, и первый такой активный Майдан у них был, да, отпор, там же первый этот знак с кулаком появился, который был потом везде. А потом же пошло просто как грибы после дождя. Грузия, Саакашвили, 2003 год. Украина, 2004 год. Киргизия, Тюльпановый Майдан, 2005 год. Это я просто напоминаю, просто хронику. Да. В это же время попытка и в Беларуси, но в Беларуси каждые 10 лет что-то происходит, начиная с 1994 года, свои Майданы. Вот. И вот часть начала задумываться, что что-то, блин, здесь не так. А потом это все перешло, это уже на самом деле прошло-то 17 лет, 08, 08, 08. История с Саакашвили, который под видом европеизации, давайте вспомним, Украина была наводнена. Ах, значит, почему у Грузии получилось? Везде, значит, показывали полицейские участки новые, красивые. Я, кстати, был в Ленингоре. Это город, ну, есть район Ленингорский в Южной Осетии. Это самый близкий район к Тбилиси, Грузии. И я видел там остатки, в том числе этих участков, которые Саакашвили построил. Ну, так, как супермаркет, симпатично, вот, ничего особого. Но по факту же проходила тотальная распродажа страны. Там же даже лифтовое хозяйство стало частным. То есть, там все было распродано. Вот вообще тотально. Городской транспорт. Но все это делалось потом, что мы должны вступить, так сказать, в наш последний бой с нашими сепаратистами, вот, которые прикрывает Россия. И вот после 08-08-08 все стало очевидно, по крайней мере в России. И страны постсоветские разделились на два, ну на три, если честно, лагеря. То есть один лагерь – это те, кто осознали, что будет новая заруба, и что история с Грузией – это только первый шаг. Вот. Разделились те, кто наблюдают и выжидают, потому что непонятно, кто из этой, так сказать, драчки выйдет первым. И есть те, кто побежали за бледнолицами братьями, я их и называю индейцами в цилиндрах. Вот. Это те, кто самоопределились, что ага, значит, Россия слабая, Россия сейчас разрушится так или иначе. Запад, там же много мифов накачивали, что Китай отберет у России Дальний Восток. Ну, я просто напоминаю. Дальше националисты всех видов рисовали карты, как они будут деребанить, так сказать, Россию. Казахские националисты там додумались до того, что город Оренбург – это Оренбор. Вот. Ну, такое тоже бывает. Кто-то море выкопал, кто-то Оренбург Оренбором считает. И пошла вот эта вся канитель по всему постсоветскому пространству. И, в общем-то, элиты, те, которые сделали исторический выбор стоять, так сказать, на своей земле, на своей исторической памяти со своим народом, они, обратите внимание, выдержали. Это белорусскую, посмотрите, модель. Даже приднестровская модель, не имеющая границы с Россией, я постоянно повторяю про Приднестровье, обратите внимание,
спокойно, дружелюбно, 3 государственных языка и как может петляет. Да? Хотя представляете, во что могла бы она превратиться. И, соответственно, где-то году к 2010-му, в общем-то, расклад был понятен. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Украинские элиты сделали свой выбор. Причем сделал даже Янукович. Он, конечно, попытался потом отмотать назад в виде Харьковских соглашений и всего остального. Но это уже не канало. Потому что к этому моменту надо либо быть уже союзным России государством, а если ты даже нейтрал, но у тебя глубоко пустили сети влияния, элиты. Ну, когда Томаш Фиала, который сейчас там один из олигархов, да, как называют, медиа-олигархов на Украине, когда он приехал на Украину? 2001 или 2002 год. Еще рядовой специалист из Чехии, если я не ошибаюсь, жил, да? Вот, который по программам Сороса, а потом поднялся, и вот он достиг таких же высот. 20 лет прошло. Поэтому они все самоопределились, так же, как самоопределилась олигархия. Я прекрасно помню новости, чем отличался 1+1 от Интера. Да? Там на украинском были новости, а там на русском. Но они были какие? Вот на уровне схемы. Значит, как прекрасно в Євросоюзі, яка в нас чудова українська культура писанки-мальованки, а теперь расскажем о том, какая жопа, значит, в регионах России, как там что-то, короче, люди блины с лопаты едят. И это вот очень долго. Модель, это же модель, мы не зря шутим, как это назвался орком «Защищай Мордор». Вот. Из России давно лепили орков и мордор, в котором ну, как бы ничего нету. А из жителей Востока Украины делали вот таких вот арчат, назовем их так. Да? Ну, а кого-то Слушайте, как... так это тогда понятно, потому что я, вот, например, не понял, как был совершен этот холостой выстрел. А это вот то, что я описываю вам, да, с чего, ну, собственно, о чем я завел речь. Это же холостой выстрел. Как? Россия составляла план Трампа? Как? Передали? Это же, получается, эти орки, арчата, ну или там их элиты. Нет, это же должно было быть, возыметь такой эффект информационной бомбы. А не возымело. И вот вы знаете, и это жесткое столкновение с реальностью заставляет на такие очень опасные, там, можно шею свернуть, кульбиты, когда украинские, например, там спикеры, ну а-ля Подоляк, у которого твиттер из российского App Store закачан, ну твиттер X, соцсеть X, говорит, что, ну он вынужден как бы говорит, что смотрите, Виткофа мы как бы, ну, мы понимаем, что есть окружение у Трампа, хотят они там бизнес-модель, хотят заработать, но есть Рубио, и начинает лизать Рубио, вылизывать, причмакивая. Ну, потому что они понимают, кого надо в этой ситуации лизать, и, соответственно, не топя шибко Уиткофа, но опускает вот эту сторону. А Трамп, представляете, его защищает. Как вы думаете, вот с этими сливами... Ведь это же, наверное, очень важный момент, который нужно обсудить, чтобы понять вообще, что происходит вокруг плана Трампа и вот этих подписей. Ну, процедура сливов началась же с НАБУ, да, ну вот вся эта история, теперь сопровождается дальше. И вот эти сливы, переговоры, они прям вот выходят на новый и новый уровень. На уровне стратегии это, конечно же, забалтывание ситуации. Потому что у Трампа позиция какая? Вот я выкатил свой план. Относитесь к нему. Ну, по сути, да. Причем, как же российская сторона, вот заявления были наши, что мы получали уже несколько каких-то черновиков по неофициальным каналам. Мы к ним так и относимся. Но это же черновики, ну это же нормально, ну а что такого? Все могут изучить некие черновики, да? И вместо того, чтобы стратегия, которую выбрал Киев и ну, Европа, назовем это так, да, это заболтать проблему, вынеся ее за скобки. То есть проблема не в том, чтобы выйти на некий план, а проблема в том, что значит и дальше наворачивание уже ну, мишуры. Но это стратегия, я скажу, классическая, например, там, адвокатов,
которые разбивают какое-то дело. Да? То есть, это профессиональная стратегия по забалтыванию проблемы. Эта же история была, напомню, с Минскими соглашениями. Там же, казалось бы, уже был не просто план, который же кто там, Штайнмайер написал целый, немец, да, и там был же не просто план, а пошаговый план, правильно? То есть, одно происходит, потом второе, потом третье. А как была заболтана проблема? Нет, мы это переставим с ног на голову, вы сначала нам отдайте контроль над границей. Ну что, в России дураки, что ли? То есть, не понимают, да, что как только передашь контроль над границей, там сразу произойдет геноцид, как минимум всех, кто начал сотрудничать с новой администрацией ДНР, ЛНР. Ну, то есть, у меня же не идиоты сидят, когда одной рукой пропаганда говорит про хорватский сценарий. А что такое хорватский сценарий? Это собраться и в тот момент, когда получится, внезапно напасть и, так сказать, решить вопрос. А другой стороной, что значит нам Минские соглашения, нас они не устраивают. И дальше вторая стратегия, по которой прошло забалтывание, это значит не с теми подписали. Сколько было издевательств по поводу Ордло, да, что подписи, значит, Захарченко, Плотницкого стоят где-то в сторонке, что с ними вообще никто не договаривается, что стороной договора является Россия. Хотя де-факто это не... Россия была таким же, по большому счету, посредником, как и Европа. Конечно же, посредник-союзник, который находится выше, да, но предполагалось, что договариваться-то будут с тем, кого считают сепаратистами. Обратите внимание, Крым же был вынесен за скобки. Почему? Потому что Россия сразу сказала: нет, Крым и Севастополь – это наши регионы. Поэтому вот в этом переговорном треке с, как вы их считаете, сепаратистами, да, с теми, кто поднял восстание, мы вести не будем. И здесь точно такая же стратегия. То есть, заболтать вообще этот план, но заболтать таким образом, чтобы подорвать еще и авторитеты. В первую очередь, подорвать авторитет российской стороны, потому что мы видим, что на других треках, не только на украинском, у России все развивается очень динамично. Это достаточно, вот сейчас вот прям проходит визит Владимира Путина в Киргизию, в Кыргызстан, да, там на высшем уровне, и по большому счету значительное количество экономических проектов, которые те, кто проявил верность свою союзничеству, они эти ништяки, в том числе экономические, получают, потому что Россия пересматривает свою политику, в том числе и на постсоветском пространстве. Да? То есть, с Азербайджаном происходит охлаждение. Даже с Арменией, хотя она формально союзник, тоже проходит охлаждение. А всем нужно выбирать, поэтому заболтать проблему можно, но это просто значит, что стратегия войны, так сказать, до последнего украинца, сколько придется за это заплатить нашей стороне, тоже непонятно. Она будет продолжаться. И в этом смысле это ни Зеленский, ни Ермак, ни остальные члены ОПГ не скрывают. То есть, им нужно выйти на этот курс, но при этом не поругаться с самым главным бледнолицым братом. А они считают, что они его пересидят. Надо просто потянуть резину еще годик, другой, а дальше проблема решится сама по себе. Он Ну, просто уйдет. тут же проблема такая. И я, кстати, я об этом постоянно говорю, но все как-то вот отмахиваются. Ну, хорошо, вот вам Дрискал рассказал. Он же... Дрискал — это ж не Шелест, да? Дрискал — это министр армии США. Говорит: ребята, ну и Трамп это повторяет тоже в последнее время очень часто. Говорит: ребята, если вы не отдадите так, условно, Донбасс, вы потеряете его силой, военным путем. Я не это говорил. Я говорил о том, что если не договориться сейчас, то военным путем мы потеряем значительно больше. Просто я не ограничиваюсь темой Донбасса, это политики ограничиваются, потому что у них же как... Мы по всем вопросам так хорошо поговорили, а потом в оконцовке, вот сейчас, по крайней мере, по состоянию на сегодня, выясняется, что ни о чем не договорились. И все прямо опровергли. И все прям в пух и прах разнесли. И НАТО мы должны сохранить, путь в НАТО, и территории, и, в общем, все. То, что по большому счету и развязало войну.
Я не имею в виду как суть, как идею. Можно с любыми идеями работать. Я имею в виду вот это бравада, эти заявления. Да, вот из этого, собственно, и началось все. Так вот, тут же серьезная угроза нависает над страной. Украина, как вы называете, пост-Украина, потому что говорите об Украине а-ля там, ну, после 91 года, или, например, после 96-го, после Конституции. Но давайте же разбираться. Масштаб же катастрофы будет несоизмерим с тем бедственным положением, которое есть сейчас. И все это понимают. Но почему-то этот процесс пытаются затянуть. Речь идет и о людях, и о фронте, и непосредственно там о вооружениях. Ведь давайте так. Помните, мы с вами, по-моему, обсуждали очередную итерацию Трампа, и всем стало понятно, Трамп умыл руки. Ну, то есть, никакой помощи, да, мы продаем, ну и все, отстаньте. Вот Европа должна заниматься. А сейчас мы подходим, если это все обвалится, ну, имеется в виду, затянется, вы поняли, если все, ничего не произойдет, то мы подходим к тому, что Левит нам, кстати, дала крючок, затравочку. Левит, пресс-секретарь Белого дома, которая резко... А я понимаю, почему. Потому что нужна была Белому дому фигура, которая выйдет, что-то и скажет. Потому что, Витков, Рубио, они же все же там с какими-то мастями. Тут Венс, тут Дрискала, одноклассника, привел. Ну, да, вот тоже вроде как на него влияет, пишет пресса. Поэтому нужна была четкая позиция Белого дома. Она четкая. Смотрите, мы не помогаем деньгами и помогать не будем. Мы продаем оружие, но не можем делать это вечно и бесконечно. А заговорили же об отсутствии разведданных. Это целеуказание, это в принципе разведка, да, американская для вооруженных сил Украины. Ну и, соответственно, я так понимаю, что и продавать теперь не будут. Короче, это все светит тем, что Америка полностью уйдет. Полностью. И вот тут-то могут настать черные времена. Не светлые, как некоторые там патриоты Украины националистического толка утверждают, что все, теперь мы с Европой-то повоюем, а темные времена. И к этому нужно готовить народ. И к этому, судя по всему, идет. Вы как думаете? Ну, я хочу также напомнить, что самые темные времена накануне рассвета. Вот. Как только американская страна, подчеркиваю, это единственная полноценная космическая держава, современная война – это промышленность и связь. Ну, связь всегда. Вот. И тут, конечно же, как только этого не будет, то, ну, скажем так, война точно перейдет в режим спецоперации. Потому что, ослепнув, ну, это, в общем, будет, почему когда рассуждают про бандеровское движение, почему-то никого не удивляет, что, в общем-то, их подавлением занималось НКВД. Ну, что такое НКВД? Это МВД. Вот. Ну, то, что у нас сейчас называется Росгвардия, да, или СОБР, ОМОН. Ну, потому что для этого уже и там полноценная армия не нужна. То есть, не было же каких-то там танковых боев с АУНУПА, правильно? Это была такая МВДшная, милицейская, полицейская, но большая и широкая спецоперация. Кстати, как и лесные братья в той же Литве. Вот. Поэтому, как только это произойдет, то пост-Украина окончательно превратится, это мой тоже давний прогноз, в страну городов-гарнизонов. Ну, их назвали же незламными фортецами, да? А по факту, вот без внешней связи, и в первую очередь космической, Украина станет Гордарикой, как ее называли древние викинги, страной городов. И тогда каждый гарнизон, и в каждом гарнизоне, и в каждом городе, в общем-то, человек с ружьем, свой, так сказать, пан-атаман, там, хорунжи и прочий, будет принимать решение, а что ж ему, так сказать, с москалями, со стрельцами делать. Вот как? Пока сохраняется вот эта иллюзия, то можно превращать людей в заложников. Но мы же видим, что сейчас происходит вокруг окруженных городов. Если бы кто-то был бы ответственный в Киеве, он, конечно, давал бы команду сдаваться. Ну, а смысл что? Это не приводит ни к чему, кроме еще дополнительных жертв.
То есть какая-то иллюзия, что может быть, как из Мариуполя называли, выводили, слово отдельное придумали. Экстракшн. Экстракшн, да. То есть, может быть, у кого-то, конечно, есть иллюзия про экстракшн, но учитывая, что мы не видим среди пленных практически офицеров, и как сама украинская сторона говорит, что офицеры все находятся очень далеко от линии соприкосновения боевого, вот, то это просто работа биореактора, в которой все заинтересованы. Объясню, почему заинтересован Киев. Потому что он продолжает производить картинку. Это сериал. Ну, в рамках моей, так сказать, теории есть малая украинская трагедия. Это наш внутренний конфликт внутри нашей мировой культуры. А есть большая украинская трагедия. И большая украинская трагедия – это трагедия в рамках нашей цивилизации, которую зачищают под кого, не знаю, надо еще разбираться. Да? Это чтобы два племени максимально уничтожали. Почему это делает нынешняя элита киевская? Все очень просто. Ну, мы же видим, что это все граждане многих стран. Они не очень связывают себя непосредственно с этой землей. Ну, посмотрите, тот же Миндич, да, который ушел, до этого Корбан, все остальные, ну как Коломойский, да, хамил, да, говорит, двойное гражданство запрещено, а тройное не запрещено, да, и все остальные, то есть это люди, которые не связывают себя с этими краями, со своими родными городами. Мне все стало очевидно еще, когда Ахметов не вернулся в родной Донецк. Ведь, казалось бы, сколько было пафоса, сколько было разговоров. Евро-2012, родной город, вырос, где он там, я не помню, в каком из районов, на окраине, которые обстреливались, выросли. Но лондонское бабло оказалось ближе и казалось важнее. И даже футбольный клуб, это вот как смотришь, где он сейчас во Львове базируется, правильно? Вот, Шахтер. Его же, ну, вот сейчас возник, кстати, новый. Воссоздали Шахтер Донецк. Но по факту оказалось, что никто из правящих элит не связывает себя с родными краями. Даже Янукович за все это время, сколько было пафоса, вот, а он ничего для этого не сделал. Ситуация очень нездоровая, потому что в владеющих и правящих элитах пост Украины давно двойная идентичность. То есть они относятся, это, кстати, очень хорошо видел на примере Гурвица, одесского мэра, да, вот почему-то легендарная брусчатка с французского бульвара оказалась у него на даче в Хайфе, да, и он еще этим и бравировал. А потом, как он быстро слинял, как только его с поста немножко подвинули, я как раз участвовал в тех выборах, когда он проиграл Костусеву, отцу, кстати, нынешнего этого Гончаренко деятеля, да, но при этом вот следующий мэр Одессы Костусев, он даже восстановил Александровскую колонну, вот, в честь императора Александра в Одессе. Да, видите, какие бывают истории. А Гурвиц, который, с одной стороны, ну, как бы содействовал установке памятнику Екатерине II, при этом вывозил брусчатку легендарную себе в Хайфу. Так что это проблема, которая на самом деле давно проявляется. Я вот по этому поводу подобрал интересные стихотворения вот, из неопубликованного. Дело в том, что вот Иван Франко, которого мы часто цитируем, у него 50-томник, но не все было включено в собрание сочинений. И вот уже при незалежной Украине был выпущен отдельный том, назывался «Купюры». И я вот подобрал отличное стихотворение 1884 года. Называется «Українсько-руська студентська мандрівка літом». Написано в Коломые. Ну, Коломые – это легендарный город, Коломейки, как частушки. И вот, значит, там короткий он. «Вітай живописна розлога оце, над прутом столиця Покуття. Багато такого, що кров твою ссе, що варто покути й пруття. Жиди тут панують, жидівська тьма, йде звідси аж в раду держави. Покуття, втім, видно, що жид прижима християн по кутах побідлави. Чим вмре, чи здвигнеться тутешня Русь, чи люд просвітиться тутешній, хто зна.
Важно те, що друкар Білоус видає рік у рік лист небесний. Та я вірю, що і тут наша Русь не умре, розвіються пітьма помалу. Бо й тут в щирих серцях ще тліє святе огнище ідеалу. Это 1884 год. Иван Франко про свои родные края, за которые ему, то, что называется, болило сердце. Вот. Он это все видел. Как бы, говорю, даже советская власть, ну, понятно, из вопросов цензуры, там, слова «жид» и прочее у нас были признаны нецензурные, но это его прям, ну, вот крик души, то, что называется. Вот эти люди с двойной и с тройной идентичностью, и принадлежностью, и искренне считающие себя жителями других, так сказать, более развитых стран, это те, у которых цилиндр уже вмонтирован, они не просто индейцы в цилиндрах, они его прям шурупами своего капитала намертво, как Ахметов, прикрутили. Теперь это уже в черепе у них этот цилиндр, да, намертво, уже невозможно его снять. Пока будут эти персонажи, ничего на постукраине не изменится, потому что это мародеры. Я понял, в чем определенное несоответствие и в чем, собственно, ну, вы не можете для жителей, находящихся на территории Украины, для украинцев, быть полностью услышанным. Вот мое мнение, мне так кажется. Знаете почему? Потому что Почему? вот даже тут из неопубликованного Франко, это он писал, ну как, вы возводите это все к разговору об элитах. А люди хотят узнавать себя. Стихотворение же о людях. О людях. Конечно. О простом люде, народе, Руси, вот этой, как-то, Подкарпатской, да, ну, в общем, там, да, с того края. О людях, по-человечески он писал. А идет анализ вот этих вот, скажем так, ну, манкурты, не совсем правильное слово, хотя, наверное, подходит по многому. Смотрите, я вот в финале хочу, чтобы точку мы поставили разговора, условно. Мы не знаем с вами. Я даже вас не пытаю, вы видите, а что там они договорятся, не договорятся, а вот тут Путин, а вот тут Трамп. Мы констатируем факт, да? Кота тянут за хвост. Назовем это словом хвост. Да? Параллельным образом все на крючке, все там... тестикулы в тисках, когда нужно, тогда это все и там, в общем-то, произойдет с украинской элитой. Ну, я имею в виду Зеленского и конкретно офис президента, Ермака тоже, который сначала вроде как жался по углам, а потом вышел. Это все элитарная история. Мне интересен другой момент. А народ вообще готов заканчивать войну? Я вижу какой-то дикий ужас. Ужас метания, выбора. Значит, сейчас же как раздергивают украинское общество, украинских людей, украинский народ. Значит, одни говорят, нет, ничего не закончится, все будет еще долго. Все, сейчас вот мы там десятилетиями будем воевать. Мы не злам, не потужнее. Ну, или, например, там, многие же, там, условно, российские спикеры точно так же говорят. Все надолго, все, в общем, да. Одни говорят, что все надолго, заматывайтесь в белое простирадло и ползите на кладбище. Другие говорят, все надолго, а это означает, не оставайся в стороне, как вот эти птицы Мадяра, да, вступай к нам, будем делать джага-джага. Ну, условно там. Ну, или там другие какие-то ересь какую-то пропагандистскую несут. Другие говорят, ребята, смотрите, будет хуже. Давайте сейчас. Ну, потому что дальше будет хуже. Причем я себя тоже к этим людям отношу, но я был удивлен, когда там такие, как Юлия Мендель, например, бывшая пресс-секретарь Зеленского, и другие очень интересные люди, которые, в принципе, не отсвечивали шибко ярко, но тут прям повылазили и говорят, не-не-не, давайте. Ну, они-то делают это по понятным причинам, да, они хотят понравиться этому белому господину, это, может, даже не их точка зрения. Однако вот народ разрывается между этих двух крайностей. То есть война до упора, непонятно где упор, или давай сейчас, а то дальше хуже будет. С точки зрения архетипа украинца, как вы его понимаете, что сработает? Я имею в виду не в элитах мы там обсудили, да, а вот именно с точки зрения народного понимания этой войны. Лучше сейчас
или кукишем всем? Ну, народ, так как его лишили какого-либо права проявить свой голос, голосует ногами. И это лучшее голосование. Я исхожу из своей теории, практики, основанной на многочисленные теории исследований, было огромное количество. На Украине уже очень давно произошло громадное отчуждение общества от власти, от государства. И там доминирует позиция хатоскрайника. И сейчас это у нас на уровне словоформ проявляется ухилянт. Да, вот мы разбирали там партию ухилянтов. То есть, это человека, который считает, что, во-первых, надо максимум от всего отстраниться. И важна только моя личная частная жизнь. То есть, семья, дом, работа. Я как-то выживу и проживу. Благо климат хороший. И, в общем-то, все наследие было нормальное, индустриально-промышленное и логистическое, сколько железных дорог построили и всего остального. АЭС. Но после 2014 года общество начали потихоньку брать в заложники. То есть, вот хатоскрайникам можно было оставаться все в меньшей и в меньшей, в своем пространстве, да. Нахлобучили же даже военный налог, я напоминаю, да, то есть, вот Ну, и все никто уже же... забыли, как так и Все, надо, да. да, все об этом забыли. Но хотя половина, а то и больше постукраины общества было против этой войны. Я прекрасно помню митинги, пока еще людей не садили, не убивали в той же Одессе, в Харькове. Именно стоп войне. Тогда же позиция была: прекратите войну на Донбассе. Потому что большинству, кстати, устраивала крымская модель. Я сам это видел, и ко мне приезжало огромное количество гостей из Киева, из Днепропетровска. Ко мне в Крым, в Евпаторию, посмотреть своими глазами. И уже к 17 году уже не было отчуждения. Я каких только машин, на каких только номерах не видел. И на Тернопольских, и на Ивано-Франковских, про Днепропетровск, Запорожье. Я вообще, в принципе, говорю, уже в российском Крыму, подчеркиваю, в российском. Только после коронавируса граница стала закрытой. То есть, она только на выезд стала работать. Да? И все было нормально. Вот обращаем внимание. Да? Уже. Поэтому украинское общество приспали, усыпили, сказав, что вы можете быть вот этими хатоскрайниками. Вы, главное, не лезьте ни в какие особо дела, занимайтесь. Вот вам евроинтеграция, пить кофе в Вене. И люди с этим согласились, что да, я могу продолжать им быть. Но за это же время, с 2014 года, была простроена вот это политизированное меньшинство, состоящее из националистов, назовем их так, либералов, прозападников, евроатлантистов, да, и просто профессиональных провокаторов, которые сложно сказать, какие у них политические взгляды. Мы их посмотрим, кто там. Они когда-то с георгиевскими ленточками бегали. То есть, им все равно, под какими флагами быть. Или там вот этот легендарный, в кавычках, там, батальон «Торнадо», да, мародеры и убийцы, которых даже посадили. Но один из них был каким-то там секретарем партии регионов, локальный, районный, да. То есть, там были люди вообще каких угодно взглядов. У них было главное не взгляды, а возможность простроить вот это новое государство. Много это с Павлом Щелиным разбираете, да, то есть, панов, подпанкив и холопов, из которых надо других сделать боевых холопов. А туда и, соответственно, что произошло? Это вот как это не парадоксально, уже в финале на этот тезис давайте выйдем. Ведь у слова «москаль», которое обзывательское, у него же есть два значения. То есть, москаль – это человек, который, так сказать, пришел из Москвы, и немножко чужой. Но в этом смысле даже есть прекрасное произведение «Москаль Черевных», да, где он просто как в этом каша из топора, просто, так сказать, солдат обманывает наивных. А есть второе значение москаль. Это же даже говорят забрылы в москали. Да? Это человек, которого насильно забрали в армию. И чаще всего из него это сделали местные. Потому что призыв в
армию был по деревням, да, то есть вот кого будем забирать. И как это ни парадоксально, сейчас вот из хатоскрайников новое вот это политизированное меньшинство делает москалей, понимаете, вот во втором этом значении. Как это ни парадоксально. А культуре это и воспроизведено, потому что москаль это очень злой человек. Вот во втором значении. Не человек из Москвы, да, ну, служилый, это может быть москаль-черевник. А вот москаль – это человек, которого насильно, так сказать, забрили, а он потом возвращается и еще и мстит местным, которые все это, так сказать, замутили. Поэтому на постукраине самое страшное произойдет внутри вот этого меньшинства и большинства, когда элитка сбежит. А тут, как бы мы ни говорили, вот вы говорите, народ хочет себя ассоциировать с народом, ну так система власти устроена. Нравится кому-то, не нравится. Всегда есть правящая прослойка. Вот она сбежит, как это сделал Петлюра, Бандера, я напоминаю, все сбежали. Винниченко, Грушевский вообще москалям пошел, отдался, да, профессором был, на секундочку. А вот останутся те, кого превратили в стаю, которые вот именно забрывав жителей Украины в москали, вот им придется столкнуться с очень жесткой реальностью. И там будет особая роль у пропагандистов, которые эти процессы вот всячески сопровождали, да, вот эти античеловеческие. Ну, вот то, что вы постоянно разбираетесь с экспертом Дудкиным отлично, вот именно связанные, вот это, скажем так, это политика, военно-политические процессы. Поэтому, завершая, так сказать, самую главную мысль, человеку доброй воли на постукраине нужно сейчас простраивать сильные социальные связи с такими же, как он. И проявлять бдительность. Потому что чем хуже будет ситуация, тем хуже будет людям внутри. Потому что когда они не могут, так сказать, победить москаля внешнего, они будут заниматься все большим уничтожением. Это и у Гитлера было так же, и у ОУН мы разбирали. Это законы и правила. Это ты обмануть не можешь. И поэтому людям нужно жить фактически, находясь внутри, находясь в двойном подполье. Во-первых, подполье, чтобы выжить, потому что с отоплением, как говорили, будут сложности. Да? А второе, это физически выжить. А второе еще выжить социально. Поэтому, скажем так, нужно делать свои коллективы, не хочу называть там другими словами, коллективы, которые будут нужны для физического и социального выживания, когда вертикаль власти, поддерживаемая пропагандой, баблом и ненавистью, зашатается, и тогда в каждом городе будет своя ситуация, потому что ну, это неизбежно, так происходит во всех гражданских войнах. И третье, что очень важно осознать жителям именно постукраины, те, кто не завязаны в эти мародерские схемы и в биореактор, что фактически это же ситуация гражданской войны. А в гражданской войне любой много сторон и много разных. И в гражданской войне можно даже поменять сторону. Как, например, моя любимая история про украинскую Галицкую армию, УГА так называемую, которая смогла побывать и Чуга, червоной украинской Галицкой армии, и с Деникиным, так сказать, посоюзничать немного. Почему? Потому что этой украинской Галицкой армии нужно было вернуться домой, на рідні села. И поэтому сейчас главная задача человека доброй воли – нацифицированный режим, режим ОПГ, невозможно уничтожить изнутри. Ваша задача – выжить, сохранять связи с людьми, которые вы доверяете, а когда наступит час Ч, в общем-то, быть человеком. Ну, дадут парабеллум, наверное. Посмотрим. Это ж я не знаю. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. До новых встреч. Друзья, действительно такое непростое время, и непростые новости несутся, но я думаю, что как бы всему свое время. Всему свое время. Но беречь друг друга стоит обязательно. Добра и света, несмотря ни на что. До скорого.